Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим вкуснейший чизкейк, и для его приготовления нам не понадобится духовка. Он прекрасно подходит для еврейского праздника Шавуот. Прежде всего, нам нужно подготовить песочную основу. 250 граммов печенья по типу юбилейного. У меня это печенье называется петибер. Нам нужно измельчить или при помощи блендера, или можно скалкой прокатать печенье до крошки. Перекладываем измельченное печенье в миску, и к нему мы добавляем предварительно растопленное 100 граммов сливочное масло. Все перемешиваем. Должна получиться масса, похожая на мокрый песок. Если массу сжать в кулаке, остается комок. И также легко этот комок рассыпается. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Форма у меня 22 сантиметра диаметром. Я ее выстелила дно пекарской бумагой, перекладываем крошку всю, разравниваем и утрамбовываем плоским дном стакана или вот такой формочкой. Убираем песочную основу в морозильник. 300 граммов белого шоколада нам нужно растопить или на водяной бане, или, как это делаю я, в микроволновке пульсами по 20 секунд. Даем остыть до комнатной температуры растопленному шоколаду. В миску выкладываем 400 граммов сливочного сыра по типу Филадельфия. К нему мы добавляем столовую ложку сахарной пудры. Все перемешиваем при помощи миксера. Вливаем 250 мл холодных жирных сливок. У меня 38% сливки. И все взбиваем до кремообразного состояния. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк. Это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Теперь остывший до комнатной температуры шоколад вливаем тонкой струйкой, продолжая взбивать, чтобы масса стала однородной. Достаем из морозильника песочную основу, прокладываем стенки формы или пекарской бумагой, или, как я, ацетатной пленкой. И выкладываем всю нашу сырную массу на песочную основу. А прокладываем мы борта формы, чтобы потом легко было достать наш чизкейк из формы. И отправляем на 2 часа чизкейк в морозильник. А пока подготовим клубничный соус. 300 грамм клубники нарезаем на маленькие кусочки, выкладываем в сотейник, добавляем столовую ложку сахарной пудры, столовую ложку лимонного сока и на среднем огне 5-7 минут провариваем клубнику, она пустит сок, станет нежной, такой прозрачный, кусочки станут. В столовой ложке воды размешиваем чайную ложку с небольшой горкой кукурузный крахмал и через 7 минут вливаем в клубнику крахмальную смесь и завариваем соус. Вот такой он консистенции получается. Перекладываем его в мисочку, накрываем пищевой пленкой в контакт, даем остыть сначала до комнатной температуры, а потом убираем в холодильник. Прошло 2 часа. Достаем наш чизкейк, он подморозился, его легко достать и выложить на блюдо. Убираем ацетатную пленку и остывший клубничный соус выкладываем наверх нашего чизкейка. Можно этого не делать, можно просто перед подачей посыпать чизкейк натертым шоколадом или свежими ягодами. Но, уверяю вас, клубничный соус сюда очень хорошо подходит. Это такое вкусное сочетание сливочного сыра и клубничного соуса. Убираем в холодильник на ночь чизкейк, чтобы он стал стабильным. У меня ночь простоял чизкейк в холодильнике, и сейчас мы его будем разрезать и пробовать. Посмотрите, как в разрезе смотрится кусочек. Посмотрите, какой он нежный. Ну что, пробуем. Друзья мои, как же это вкусно. Нам не понадобился ни желатин, ни агар-агар. Получился вкуснейший чизкейк. А всех причастных я хочу поздравить с наступающим праздником Шавуот.